Друзья, я ненадолго в Москву приехал, но завтра, в субботу и в воскресенье я на стенде на выставке в Нижнем Новгороде «Арт-Мир». Приезжайте в гости. Выставка большая, 7000 квадратных метров заняты под искусство, и народу очень много, интерес большой, буду вас ждать. И порисовать можно, напомню, с 16 часов нам позируют модели, актрисы драматического театра Нижегородского в различных образах. И в конце ролика я покажу, как мы писали позавчера модель в образе такой мамочки из Зойкиной квартиры Булгакова. Я еще не успела все как следует рассмотреть, но вообще я всегда смотрю за вашими работами, слушаю то, что вы говорите. Мне это очень понятно. И мне нравится, знаете, что в ваших работах? Что? Мерцание, вот это вот, которое нет вот этой вот есть вот такая зыбкость какая-то, и вот трогательность, и в то же время необычность вот такая, знаете, нет вот таких вот, знаете, четких прям вот линий, вот, как и на этой девушке. Все как-то полуразмыто немножко как-то, но это вот как раз трогает очень душу и притягивает к себе, меня лично. Я не знаю, как других, но мне это очень нравится. И чувствуется, во-первых, профессионализм, во-первых, потому что не сможет так любой человек нарисовать, который даже учился, не все смогут. Вот так вот. Потому что надо раскрепоститься, увидеть цвет, услышать музыку, вот эту вот самую. Я вам очень благодарна. Спасибо вам за то, что вы есть, что я вас увидела, нашла в интернете, в Ютубе, например. И слушаю вас постоянно и буду слушать всегда. Лида Маст, по-моему, так ник звучит. Когда смотрю вас, как же ноет в груди, хочет что-то запретное вырваться на свободу. Так ведь постоянно происходит. Все эти ощущения внутри я тоже хочу. Ну да, нужно, если сердце ноет и просится наружу, тем более запретное. То есть, например, я всю жизнь хотела быть, я не знаю, художником, а приходится быть бухгалтер. Ну, конечно же, цифры. Ну, хорошо, все, деньги есть, а хочет душа другого, развития. Потому что понимает, что не все купишь за деньги. Жизнь проходит, и что-то главное упускается. Так что я за то, чтобы в любом возрасте, доверяя вот этому внутреннему голосу, следовать за ним. Потому что, душа никогда не обманет. Это же наше все. Давайте кормить не тело, а ее душу всяческими тем, что она хочет. Вырывайтесь на свободу. И нет тут ничего запретного. Возьмите, в конце концов, втихаря в туалет куда-нибудь, закройтесь и, как какой-нибудь, я не знаю, пасту зубную рисовать. Или что, щетку вместе с пастой. Это может быть, кстати, натюрморт такой, что важно, как это нарисовать, как это написать. А что это? Ложки какие-нибудь там, поварешки. Из простых вещей начните. И пусть это запретное никому не показывайте. Но вырвется на свободу. И, может быть, потом в золоченую раму все это и будет совершенно... А посмотрите, ведь же огромное количество простых вещей натюрмортных написано гениями импрессионизма. Друзья, давайте поддержим Лида Маст в этом начинании, в этом запретном. Сикос Накос. Ролик шикарный. Хорошо, что за домом так хорошо ухаживает. Это речь о доме Фешина, который он построил в штате Нью-Мексико, по-моему. От Санта-Фе мы ехали на траке еще часа, наверное, 2. Значит, этот город называется Таос. И там община художников была еще до времен, когда Фешин туда приехал. Он туда не случайно его занесло. Там была община, намоленная уже. Ладно.
Удручило только, что в доме великого художника, помимо его замечательных работ, повесили еще работы каких-то посредственностей. Они совсем не из этой категории, портят эту волшебную атмосферу. А что им делать? Им же надо как-то выживать. Деньги-то зарабатывать надо. Этот дом требует, я не знаю, вложений. Но это не знаю, это потом сохранились наследники. Внучка, по-моему, Фешина. Как мне рассказывали, она далека от искусства. Ну, это их дела, наследников, как все это дело обустроить. Ну, что ж поделаешь. Ничего, кстати, там вообще-то выставиться в этом доме большая честь. И я бы с удовольствием бы там бы выставился. Потом кто-нибудь пришел и сказал, какие-то посредственности в доме Фешина. Ну, понятно, что там не все такие крутые, как он. Давайте им это простим, потому что достаточно места, чтобы повесить его работы. И когда я был и снимал фильм «Послание Фешина», вы можете его посмотреть. Я в конце дам ссылку, в конце этого ролика, там прямую ссылку, вы сможете его посмотреть, те, кто не видел. Так вот, во время моего посещения, это был 19-й год, там было довольно-таки много фешинских работ. И вообще там побывать, почувствовать вот атмосферу, где он создавал своими руками какие-то там стулья, какие-то кресла, двери, ну вообще предметы быта. Это очень меня сильно тронуло. Я почувствовал, что человек любил жизнь, любил жену, хотел строить семью в этом месте. Этот дом вообще признан был в какие-то времена лучшим в Америке. Ну, я могу ошибаться, может быть, лучшим в штате, но, по-моему, в Америке. Представляете, какой дизайн дома? Юзер дун-дун-дун-дун-дун. Учусь в художественном колледже сейчас. До этого окончила художественную школу. И такое состояние непонятное сейчас. Вот учат писать, и даже непонятно, чему конкретно учат. Как подходить к живописи? В последнее время кажется, что с точки зрения логики и правильности, а не с чего-то другого. Вот бывают какие-то полеты живописные, а учителя все это разбирают на логику, и вся радость и восторг, вдохновение улетает. И кажется, что ты просто дилетант. И как будто обычный человек, который вообще никогда не рисовал. Хочется, как импрессионисты, как они к этому подошли, по пути сердца или мозговых штурмов. Да, система, определенные правила имеют место быть, но часто все же ощущение, что они блокируют твою собственную мотивацию и чувство к живописи. Я даже не понимаю, имею ли я право так относиться к живописи, думать такими мыслями, думать мыслями такими. Можно. Мол, я чувствую так, я так хочу рисовать. Вы знаете, мне кажется, делайте то, что вы чувствуете, как вы хотите рисовать, но помимо учебного процесса. Ну, оставьте их со своей логикой, с тем, чтобы они вас провели этим путем. Один мне художник, Владимир Иванович Козин, рассказывал о своем впечатлении от ученичества, по-моему, собственного в Академии художеств. Ему 100 лет, исполнилось не так давно. Он живет в Риге, прекрасные картины пишет и преподает там в Академии живописи, кстати, такая величина известная в Латвии. Так вот, он говорил, что наш учитель, я не помню, о ком была речь, но не так важно. Так вот, он сказал нам, студентам, что вот нарисовал на доске черту и сказал, что до этой черты мы вас доведем. А дальше те, кто перепрыгнут эту черту выше, те станут художниками. То есть этот процесс, он такой, после академии продолжается процесс. Так что вы дойдите до этой черты вместе с преподавателями, с логикой, с их разборами, чтобы вы мыслили тоном, чтобы вы понимали, что такое теплохолодность, композиция и так далее. И вот эта вот логика вас выведет до уровня, когда вы начнете творить. Ну, как бы оставив это немного
в стороне, либо просто это будет на автомате. Вы даже не станете замечать, что для вас это будет как бы само собой, но это будет фундамент, на который вы будете там свои импрессионистические здания строить. Пожалуйста, делайте эксперименты. Можете их показывать, можете не показывать. Это ваше уже развитие, ваш путь художника. Душить не надо. Хочется, как импрессионисты, делайте. Но это может быть не часть учебного процесса. Это может расходиться с мнением преподавателя. Потому что еще фундамент может быть не крепкий. Друзья, напомню, что на академичку собирается класс с 8 по 11 февраля. Это уже скоро. И практически группа набрана, осталось несколько мест. Вы оставляете заявки мне и приезжайте. 2 марта будет один день класса в Санкт-Петербурге. Будем писать вид Невы, будем писать натюрморт. Целый день мы будем плодотворно работать. Павло Замай. Отличная работа, Вячеслав, спасибо. Это те, которые я пишу сейчас на выставке темперой. Спасибо вам. Думаю, каждого настоящего художника ждет путь плавного ухода от формы. Я не ухожу от формы, чтобы раствориться в цвете и тоне, уйти в гармонию и намеком создавать и показывать художественный образ. Но если вы увидели, что я ухожу от формы, это ваше видение. Для меня важно писать форму цветом, тоном, лепить ее и через форму передавать свои ощущения. Не только чистый цвет, какие-то гармонические сочетания. Я тоже это люблю, но все-таки форма, ее лепка, композиционное решение всего, холста или, я не знаю, бумаги, листа, да, имеет главнейшую для меня роль. Поэтому, может быть, кто-то уходит, но я думаю, что не всех ждет путь плавного ухода от формы. Это приятно, безусловно, купаться в каких-то композиционных фантазиях, в импрессионистических или каких-то не знаю, замысловатых решениях цветовых. Это интересно. Но мне интересно сочетать и форму, и вот некую абстрактность, абстрактное решение. Соединить, показать, что форма притягивает тебя, но это в среде абстрактного ядра находится. Намек в живописи я очень ценю. И сейчас работаю над одной композицией, где будет оставлен чистый белый холст, так, по моим задумкам. Я делаю эскизы, пока не буду открывать. Эту тему, она очень меня трогает, такая для меня глубокая. И в ней будет очень, как мне представляется, уместен прям намек, очень намек намеков. Но этот намек в виде там чистого холста, может быть, рисунка, будет вместе соединен с живописью. Друзья, подписывайтесь на канал, задавайте вопросы, отмечайтесь в журнале. После этого ролика будет прямая ссылка на видеофильм, видеорепортаж из дома Фешина в Таусе. Можете его посмотреть и тоже отметиться. Ну, пока.